Господи, надо это снять. Так. Алло, открываю. Ну, вот Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я закрою. С днем рождения вас от всего сердца. Спасибо. Спасибо. 78 лет назад на свой день рождения Наталья Борисовна Ветошникова разбирала тяжелые понтоны в холодной воде Невы. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 19 лет. На тот момент она уже стала чемпионом СССР по теннису среди девочек. Сегодня, на свой 98-й день рождения, Наталья Борисовна принимает поздравления от друзей по теннисному цеху. Да, давай! Подождите, еще одно слово. Спасибо. Тася, за ваш самый красивый удар справа. Вот с этим я могу согласиться. Всю блокаду Наталья Борисовна провела в Ленинграде. Голод отнял 5 ее родственников. Она призналась мне, что еще 3-4 года назад вряд ли бы согласилась на это интервью. Слишком тяжелы воспоминания о блокадном периоде. Я школу кончила в 1939 году. А это было, когда я училась в 8 классе. Но я запомнила, потому что разговор такой был. Я однажды возвращалась из школы с одним мальчиком. И именно он начал говорить о том, что вот творится в Европе, что все, так сказать, неспокойно, и что нам, наверное, тоже придется скоро воевать. Произошло это событие все-таки неожиданно, тем более, что незадолго до этого был заключен пакт СССР-Германия или Германия-СССР. Риббентроп к нам приезжал. Я помню мою бабушку, которая говорила, вот мы им поставляли сукно, а это сукно пошло на шинели солдат. К нам приезжала команда с Украины, и там были очень приличные игроки, один особенно такой Геб. И как раз должна была состояться встреча между Украиной, сборной Украины и Ленинграда. И назначено это было на субботу-воскресенье, 20-21 июня 1941 года. И мы должны были уже уходить на стадион, и вдруг сообщение по радио. Естественно, мы застряли послушать. И с какой-то стороны, в общем-то, это, конечно, было просто как гром с ясного неба. Потому что, несмотря ни на что, все-таки это было очень неожиданно. Ну, я помню, как моя сестра, ей в то время было 16 лет, услышав все это, рыдала буквально. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Ну и начались, в общем, военные тяжелые дни, конечно. 21 июня началась война, 26 сентября мне исполнилось 20. Я уже кончала институт, нас сразу же мобилизовали на такие вот в помощь военным. Мы принимали участие в подготовке здания. Мы носили песок на чердак, обмазывали там белой огнеупорной краской, все. Сотни тысяч ленинградцев неустанно строили оборонительные рубежи и сооружения. Каждый дом стал бастионом, каждая улица – крепостью. Потом нас на рытье окопов отправили. И 8 сентября, это был день моих именин, как раньше говорили, день ангела, Натальин день. Вот, мы собрались вечером, часов в 6, наверное, сесть за стол. И вдруг, я не знаю, вот так вот подняла голову, а над столом висел у нас такой большой абажур. И вдруг я вижу, что абажур вот так вот начинает качаться. Я говорю, ой, абажур качается. И вот на этой фразе, видимо, все тоже подняли голову, раздался дикий грохот. Попала бомба, первая вот, 8 сентября на Петроградскую сторону. Она срезала
угловую часть дома. Этот дом потом реставрировали и сделали не углом, а так вот скосили немножечко. Он и сейчас такой. Нам и в голову не приходило уезжать, потому что никто не предполагал и не думал, это не только мы, а общая масса, вот те, с кем мы встречались, никто не думал, что война продлится так долго. Мы были уверены, что месяц, полтора-два, от силы полгода, и мы победим. Тем более, что никто не думал, что будет такой голод. То ли 8 как раз сентября было такой массовый налет, то ли 9, я вот точно не помню, но разбомбили так называемые бадаевские склады, это запасы наши, ленинградские, продуктов. И вот из-за того, что были ликвидированы вот эти склады, конечно, голод и осуществился. Потом ведь прекратилось снабжение и извне, потому что ведь была действительно блокада. Были карточки, причем поначалу они были очень, многоснабжающими. У нас, например, нас было 8 человек, мы и не выкупали по всем карточкам ни продукты, ни хлеб, потому что, продолжали жить так, как жили. В голову не приходило, что надо делать запасы, хотя бы сухари. В общем, короче говоря, мы потом жалели, что мы не выкупали все это, но что делать? Постепенно, наступал голод, и уже к январю месяцу уже практически по карточкам было какое-то время, почти ничего не выдавали вообще. Конечно, было очень трудно, были случаи даже и помешательства на этой почве. Все же ходили как тени, и люди теряли силы, не было сил на то, чтобы ходить. Люди ложились, а если ложились, то это все. Те уже не вставали. Их собирали, подбирали и свозили в братские могилы. Бабушка, она очень хорошо готовила, у нее были всякие пряности, лавровый лист, например, перец и так далее. И когда уже в январе месяце уже было есть практически нечего, то папа, он вечно занимался какими-то столярными работами, и у него были, по-моему, 7 или 9 в запасе плиточек столярного клея. И вот мы в январе месяце питались тем, что варили бульон. Растворялся этот клей, и был такой жиденький бульон с ужасным запахом, и очень невкусный, естественно. И бабушка клала туда побольше лаврового листа и перца, чтобы отбить этот запах. И я, надо сказать, с тех пор, с военного, то есть после военного времени до сегодняшнего дня, что бы я ни готовила, я никогда туда не кладу ни перец, ни лавровый лист. В 1942 году в июле месяце я буквально нос с носом столкнулась, выйдя из дома через 10-15 шагов с нашим учителем школьным по физкультуре. Короче говоря, он мне сказал, что он остался жив благодаря тому, что он работал в какой-то столярной мастерской, в которой было очень много крыс. И они этими крысами питались. Когда я стала работать на стадионе «Динамо», обеденный перерыв, и очень много клевера было. И я рвала этот клевер, и мы ели стебельки. Они тогда казались очень вкусными. Солью посыпешь, и вот так вот. Как правило, люди не закрывали двери, потому что некоторые оставались лежать вот так и умирали. Их потом вытаскивали
девочки МПВО, вот, местная противовоздушная оборона, те, которые не были мобилизованы в армию, были мобилизованы вот в это МПВО. И в основном им-то доставалось вот хождение по квартирам и уборка вот мертвецов. Зашивали простыню, клали на саночки и везли на кладбище. Вот так мама отвезла папу. И пока она это ездила туда-сюда, она вспотела, простудилась, схватила воспаление легких. И мы ее чуть не потеряли. В марте это уже 42-го года. Вот для меня это были самые тяжелые дни, потому что дикий мороз, там чуть ли не под 40 градусов, да. Дома у нас было до -2 доходило. И вот так вот тронешь по обоям, след остается сырой такой, все обои блестели таким, ну, инеем, если так можно выразиться. Холодрыга была дикая. Спали некоторые чуть ли не в шубах, мы себе не позволяли такое. Мы очень быстро, но вот я переодевалась, и мама, и сестра, мы остались потом втроем, потому что у нас все умерли. Вот лежишь вечером в кровати, да, где-то начинает, ну, слава богу, это где-то далеко, а потом звук ближе, и уже думаешь, попадет, не попадет, да, и разрыв. Вот, а потом слышишь, удаляется, ну, слава богу, значит, не наш, что называется. Сколько народу погибло из-за бомбежки, причем ведь самое ужасное попадало днем иногда. Вот на Невском, например, 3 раза было, когда попадала в трамвай, уже когда трамваи ходить начали в 42-м году. Ой, натерпелись разного страха и по разным поводам, конечно. Как вот хватало человеческого организма на все это, я не представляю. Насколько он, как бы сказать, приспосабливается к любым условиям, и насколько человеческая воля помогает этому или наоборот. Мы жили, нас 4 родителей, мы с сестрой, бабушка и 3 мамины сестры. И так вот постепенно один за другим вот уходили. Мамина одна сестра умерла 31 января, вторая тетя умерла на следующий день, 1 февраля, бабушка умерла 5 мая, а папа мой в марте, 1 марта. И осталось 3, мама и мы с сестрой. Все время хотелось есть. Это я помню. Это я помню. Причем вот мне, например, все время хотелось есть до 48-го года. Уже война кончилась. Уже можно было есть нормально. Понимаете? Ну, были карточки там, но все равно это же было регулярное питание. А вот хотелось есть до конца 48-го года, к 49-му перестала. Сейчас это как ты говоришь, а раньше и говорить было невозможно, вы знаете. И говорить было так тяжело, потому что все время, в общем, висел на волоске. Ну вот я, например, осталась цела только благодаря теннису, я считаю. Во-первых, потому что я была, как бы сказать, ну, в какой-то степени более, тут не тренированная, а более волевая, что ли, наверное. Потому что я себе так... У меня была мечта с детства-то, ведь я же, когда была до войны, сначала вот в 1937 году, а потом в 1939 году 2 раза разыгрывались первенства Союза по девочкам. И я оба раза выиграла. Вот в 1937 была чемпионкой Советского Союза в одиночке, а в 1939 и в одиночке, и в паре. И в финале мы проиграли и заняли 2-е место. Проиграли Озерову и Филипповой. Я очень хотела выиграть первенство Советского Союза по взрослым. И вот я себе каждый день повторяла фразу, что я от голода не умру, я должна выиграть первенство СССР.
Вот так, с этой мыслью я просыпалась. И это меня спасло. И утром тоже вот просыпаюсь, от голода я не умру, я должна выиграть первенство. Первенство я не выиграла, но выиграла жизнь, да. Вот так. Да еще потом, видите, такую длинную, как оказалось. Да.